происходит опустошенность, в первую очередь, потому что у всех были такие высокие надежды, я думаю, ожидания, и все реально очень расстроились и начали думать и загонять себя в голову мысли, которых не должно быть. Очень, то есть все расстроились. Когда пришел в команду, мы играли больше 1,5 лет вместе и без каких-то замен. Вообще, когда я был в каких-либо командах, я старался всегда избегать каких-то решафов, если уже не заходило за какие-то грани. То есть здесь не было никаких граней, о которых я говорю. Просто, мне кажется, в определенный момент мы достигли своего потолка, поменяли игрока, и когда наш прошлый капитан понял, что ему уже пора заканчивать, он просто сказал, что он заканчивает, и все. И нам пришлось искать еще одного игрока. И поэтому кажется, что такая крупная перестройка, да, действительно крупная, потому что еще и поменялся тренер. И мы сейчас работаем все над перестройкой, и она не такая уж легкая, но мы все стараемся. Работаем с Ладиславом, и, ну, можно так сказать, с интеграцией Ладислава в команду, потому что, опять же, есть вот эта какая-то иллюзия, да, что как будто он и не уходил. Вроде, ну, так много лет раньше играл, тут прошло какое-то время, и он снова здесь, но по факту много изменилось, да, и ему тоже не всегда просто перестроиться. Поэтому мы очень много посвящаем времени, вот проводили даже вчера тренинг, вот до этого тренинги, которые посвящены тому, что вот чувствовать друг друга, командному взаимодействию. Знаешь, в команде очень много нового, и, в принципе, это, наверное, дает больше новых идей команде и какую-то свежесть, свежие идеи в голове, и, в принципе, много свежей мотивации. Поэтому, если бывают конфликтные ситуации, они очень мелкие, и они больше все-таки происходят из-за, наверное, каких-то очень грубых ошибок. Вот. Но в целом, наверное, больше все-таки позитивных моментов, чем негативных, и команда, как правило, очень заряжена за счет того, что мы новая команда, и у всех новые идеи в голове. То есть нам очень комфортно играть. Мы поехали в Мальмо после 5 или там 6 тренировочных дней и дошли до полуфинала. И при том, что мы дошли до полуфинала, и когда мы его не прошли, ну, естественно, для команды это был такой болезненный удар. И то есть, ну, если сравнить какой-то, например, состав, который только-только сформировался и дошел до полуфинала, для них бы это было, ну, достижением, можно сказать, да, то есть парни бы такие, типа, да, там, мы там верим друг в друга. А в нашей команде там, ну, возникли какие-то такие, ну, можно сказать, конфликт даже возник из-за того, что, то есть, у нас было уже ожидание на финал, уже вот это соблазн, а вот финал уже был так близко, то есть вот соблазн попасть в него был так близко, что мы забыли, команда, игроки забыли, что это все-таки новая команда. Вот, и все новые роли, новый подход, очень много нового. Ну, какие-то ошибки неизбежно вылазят. И вот мы как раз-таки работаем с игроками вот над ожиданиями, то есть над завышенными требованиями к себе сейчас, как к новой команде, и к тому, как эти завышенные требования как раз-таки и мешают нам играть. С Кириллом работаем сейчас много индивидуально, как с координатором, то есть работаем над повышением его уверенности, именно над тем, чтобы он мог учился брать на себя ответственность за принятие важных решений внутри раунда, потому что, ну, естественно, тут с ним играют такие именитые игроки, и ему нужно еще и за все это брать на себя ответственность. То есть и не всегда решения, которые ты принимаешь, приводят к ожидаемому результату. Мне не было тяжело адаптироваться после замены игроков. Возможно, после того только как Владислав пришел, так как я сменил свою роль. Но у нас есть Андрей, Кирилл, и эти два человека все время нас учат, как играть. Все время нужно быть учеником. Неважно, сколько ты играешь в команде, неважно, как долго твой состав держится, ты должен все время слушать своих тиммейтов и стараться пофиксить свою игру. Потому что ошибки есть у всех, и у меня тоже. И эти ошибки можно пофиксить только
упорной работой. Я знаю возможности Сани и вижу, что у него во время игры есть много возможностей для реализации своего скилла. То есть он, наверное, может делать то, чего не могут делать другие игроки в плане скилла и способностей в игре. То есть так быстро, например, навестись или в сложной ситуации принять ключевое решение, которое будет для соперника очень сложным и невыгодным для соперника, да? Вот, то есть скорость мысли, она очень решает в игре, и, в принципе, наверное, у Сани она очень хорошо развита. Он очень быстро информацию обрабатывает и старается принять решение. И конкретно тренировать Симпла с мыслью, что это лучший игрок в мире, проблем никаких у меня нет. То есть тут больше, наверное, больше плюсов, то, что я вижу его возможности и стараюсь использовать как его, так и плюсы и сильные стороны других игроков в игре, и стараюсь их правильно использовать в самом матче или в целом в нашей системе. Я считаю, что Саня очень большую работу над собой проводит личностную, то есть в плане того, что он становится взрослее, становится терпимее, учится лучше, то есть больше работать на команду, лучше чувствовать игроков. Я не вижу никаких негативных эмоций со стороны Симпла по отношению к тиммейтам. Как правило, все, что происходит с ним в игре, это импульсивно, и эмоции, они просто выходят изнутри и не могут сидеть в нем, ему нужно их выплеснуть. За пределами мониторов он осознает полностью свои какие-то мелкие эти взрывы эмоциональные и понимает, что это просто игровой момент, по сути. Вот, поэтому оно как бы остается там за пределами монитора в игре. То есть оно никак в жизнь не переносится. Вот, но вообще Саня переживает, наверное, больше вне игры какие-то эмоции сейчас, потому что, как он говорил, что он подумал, что мы уже как очень сильная состоявшаяся команда, которая должна обыгрывать команды Тир-2, Тир-3 уровня. Вот, а ожидания не сошлись с реальностью, и у него были какие-то негативные эмоции. В целом, если не брать турнир в Белике, то каких-то таких претензий в игре он редко вообще об этом говорит, поэтому это скорее редкое явление сейчас, чем было раньше. Мы отошли от всего и потом сели поработать и поняли, что мы играли не в свою игру и допускали очень много ошибок, на которые было действительно смешно смотреть. Мы даже смеялись, когда смотрели повторы над тем, как мы плохо действительно играли, что мы играли не в свою игру и что нам нужно изменить это к следующему турниру. Очень много неточностей и мелких таких деталей, которые нужно наиграть, и чтобы они были доведены до автоматизма. И это очень важно, то есть в плане ротаций и работы с картой и всего остального. Нам вот сейчас нужна именно конкретно практика как тренировочная, так и игровая в официальных матчах. После вылета мы потренировались, сейчас будет пару дней отдыха, и мы прилетим домой, опять-таки сядем тренироваться и уже полетим на Blast, и будем по ходу турнира тоже стараться тренироваться. Цель на этот турнир, как и на предыдущий, он у нас не особо стоит в приоритете, но на каждом турнире мы пытаемся выложиться и выиграть этот турнир. Потому что это будет странно, если кто-то не будет хотеть выиграть турнир. На этом турнире я поставил задачу для себя больше быть ингейм-лидером, чем игроком, потому что на турнире в Лондоне и после в Турции у меня были такие моменты, когда я нахожусь в каком-то отдельном участке карты и не могу заколить что-то. А ребята как бы ждут этого кола, ничего не делают, и мы просираем тайминги.
и не можем ничего сделать просто, и потом раунд рушится, и какой-то немножко такой расстроен я был. Так что на этом турнире я хочу включиться максимально в роль ингейм-лидера и координировать практически каждые моменты, которые происходят в игре, от каждой информации. Этот турнир в целом для нас не супер приоритетный, но мы подходим к каждому турниру с высокой самоотдачей. То есть мы стараемся всегда турнир выиграть, показать свой максимум, а если показываешь свой максимум, ты, само собой, скорее всего, должен турнир этот выигрывать. Ну, в своих каких-то ожиданиях. Вот. Но нету какого-то приоритета, поэтому если мы турнир этот проиграем, то мы не сильно расстроимся, потому что мы делаем максимальный упор на буткэмп перед ESL Pro Лигой, который будет максимально продуктивный, и на сам турнир Pro Лигу. Вот. Поэтому Blast мы должны сыграть максимум матчей, получить максимум пользы и максимум опыта для нас, чтобы было... как команда мы должны получить максимально много знаний. Нам будет очень полезно узнать, в чем мы сильны на этих картах, в чем мы все еще отстаем. Это главная цель, наверное, этот Blast. Копенгаген — очередной турнир для нас. Мы ставим на все турниры цель выиграть его, но там нам все-таки нужно также найти свою игру. Мы сразимся на картах, которые мы больше всего тренируем против команды Астралисов, Liquid, Фейзов, возможно, тоже. И также получим какой-то игровой опыт. Все-таки мы новая команда еще, и нам уже нужно чувствовать нашу настоящую игру. Если мы хотим стать действительно ценной командой в дальнейшем, то мы не должны бояться ни Liquid, ни Astralis, а просто стараться играть на максимум и показать свои результаты. Игра сама покажет тебе результат в дальнейшем. Ладно, какие ожидания вообще? Какие ожидания сейчас от команд? Послушали Андрея Блейда, он рассказал свои предикшены. Если честно, Глеб, как настроена команда вообще? вот Глеб Нажми. Вот, Глеб Я держу специально время тяну, чтобы побольше. Чтобы лифт не ехал. Да. Команда настроена, мы всегда готовы к самым высоким ожиданиям. Все так, А как Владислав? иначе? Сегодня ты проявишь себя? Посмотрим. Максимально. Песня. Скажи, а есть вот опыт учит такому, что нельзя быть слишком уверенным в себе перед матчем? Да. Говоришь, я сейчас раздам, а потом не получается, соответственно, волна возмущения, негодования. Неизвестно где. Уже ты так не делаешь? Я никогда так не делал. Ну, вообще, топовые коллективы для нас, наверное, небольшая проблема, потому что, в принципе, Нави — это и есть топ-коллектив, по сути. Просто он находится на этапе становления, но игроки-то в целом очень скилловые и мирового уровня. На этом турнире будут выступать очень хорошие команды, такие как Astralis и Liquid, которые забирали 6 чемпов подряд, и Astralis, которые доминировали год. Я могу сказать, что индивидуально мы готовы к каждой из этих команд, но командно все-таки они провели больше времени уже с друг другом, и нам не хватает этой наигранности, времени. Конечно, я чувствую, что у нас есть потенциал, но если мы будем работать не в правильном направлении, то какой бы потенциал ни был, он не будет реализован. Поэтому нам нужно работать всем максимально много. Я не говорю там о том, чтобы максимально много играть, то есть сидеть там 200 часов за 2 недели или там 150. А просто работать правильно, чтобы у каждого в голове были мысли о командном прогрессе. Завтра у нас игры поздно очень. Сегодня будем смотреть демки с Андреем. Я буду лично смотреть демки. Завтра поиграем несколько праков. Постараемся влиться в турнир. И уже завтра можно будет посмотреть наши матчи. У нас нет каких-то опасений или какого-то, не знаю, волнения или настроя, что мы играем с кем-то, с каким-то супербоссом, и который нам не по силам. То есть мы относимся как к обычному сопернику. Вообще в современном КСе все команды играют сильно. Нужно стараться относиться к каждому сопернику достойно, с уважением, и анализировать его, готовить план на игру, и понимать, что в любой момент можно перевернуть игру, потому что все очень сильны. Это показывают андердоги на многих турнирах, когда обыгрывают фаворитов. Вот, поэтому мне кажется, что играть с Liquid, с Astralis, что с теми же, например, Фейзами или Непами на Best of 1, это не сильно большая разница. Взял Пистик, взял Форс, и ты можешь засноуболить любую команду, как и тебя могут засноуболить. Поэтому я думаю, что да, в принципе, мы готовы сразиться
с командами уровня Liquid и Astralis. Ребят, ну что, мы находимся в нашем Players Lounge. Ничего практически не поменялось с прошлого года, хотя организаторы стали относиться более ответственнее к подготовке. Теперь у нас комната стала покомфортнее, она стала попросторнее. Еще нам подарили вот такие вот паки. Steamerl презентовала нам вот такой вот пак. Это колоночка, это жвачки и уточка. Очень мило, интересно и креативно. Но самое интересное, что понравилось нам, особенно с Южином Евгением Ерофеевым, это вот такие вот теплые куртки из, я не знаю, из чего. Выглядит это интересно, и сейчас это очень актуально, потому что я уже с Ладиком немножко приболели. Флешку через верх сразу сдавать, и они начинают двигаться. Короче, веду к тому, что если они занимают медленно, то без этого молика и без флешки они из них не пройдут. Никогда. Гайзовский Казимира прислал Флэме футболки с расписями игроков. Флэме, а что это за игроки здесь? Все Реалы. Ну, почти. Вот Марсело, Рамос, Баран, Кросс. Ну, все топовые. Слушайте, ну это топ, действительно. Это футболка на вес золота. А вот еще личная футболка. My friend Flame. Круто. Владислав, Я вот эти две забираю, дай можно? провод, другую зарядку сделай. Вот, у my friend Simple, Казимир. Ну вот, это я точно знаю, какая из этих, но они Ты что, одинаковые. не видел? Он говорит, я вот эти две забираю. Там написано, это My friend Simple. Первый день у нас матчи с Liquid на Dust 2 и с Face на Нюке. Это немножко такие принципиальные матчи для нас, потому что Face — это бывшая команда Владислава, и я думаю, он хочет их победить. И также для Саши, меня и вообще Егора, Дениса мы очень долго проигрывали Liquid, ребята, еще когда даже меня не было. И у нас такой луз-стрик против них. Очень обидное поражение было в Кёльне, когда Саша низ зарезал, и мы потом отдали 1-3, тоже очень злые были на эту игру. И вот сейчас есть шанс, есть возможность выиграть у них. Сложности они создают именно своим скиллом. Они могут остановить какую-то попытку, какую-то идею, твою тактику, могут остановить просто индивидуально красивыми и жесткими хедшотами или просто супер классной индивидуальной игрой. Давайте спокойно, уверенно, как сегодня вот на тренировке. Чем занесем спокойно, главное. Чтобы мы в первую очередь могли слышать друг друга информацию. И не забывайте, что конечный итог говорит Кирилл. Да. Если у него там что-то нет какой-то идеи, то можно ему помочь. Да. Кто мы? Рожденные побеждать! Ребят, ну что, вы сами все видели, Флейми не набрал, набрал Элик, как и говорил Флейми. Как вообще ты оцениваешь игру своей команды? Почему были допущены такие глупые ошибки и в то же время такой вот исход для нас? Просто шикарный матч, мы с Евгением просто коптили здесь. Стандартные ошибки, которые так просто не могут идти, нужно время, чтобы игроки осознали, что 5-2 нужно играть, не доминировать над соперником, а стараться играть более пассивно. Ну, Башину не проверили, потому что был Кирилл очень увлечен, наверное, своей идеей в голове. Его забайтил чел с респа. Но я тогда стоял сзади и думаю, ну, там точно стоит чувак. Электроник сделал очень много. Он чувствовал игровые моменты. Скажем так, он понимал, моментально понимал, что нужно делать, в каких ситуациях. У него генерировались очень хорошие идеи. Это работает при очень сильной самоотдаче. У него она была. С Dust с Liquid мы играли, потому что у нас в данный момент нету всех карт, на которых мы уверенно себя чувствуем. И Dust — это одна из тех карт, на которой мы чувствуем себя комфортно. Мы ее довольно-таки неплохо обсудили, проработали, наиграли. И у нас есть главное на этой карте — понимание игры. Мы очень много мешали им играть в мидле, не давали им занимать комфортно зиг. И, наверное, мы пока еще адаптируемся в плане четкости и дисциплины. То есть, я бы сказал, мы адаптируемся в формате принятия решений. То есть в игре очень важно стараться принимать в конкретных ситуациях наилучшие решения, максимально эффективные. Не каждая команда, не каждый игрок знают, каким оно должно быть. С командой Liquid мы играли и вели неплохо за дефенс. И у нас получалось, нам удавалось сделать то, что мы запланировали.
но в то же время команда видит, что мы делаем. Они пытаются адаптироваться, пытаются менять свою игру. И в какой-то момент они просто начали играть чуть-чуть по-другому, а мы не успели под это подстроиться, вот и все. Вообще, как тебе турниры Blast? Тебе нравится схема, по которой команды друг с другом соревнуются вообще? Мне нравится то, что карта известна заранее. Это плюс, огромный плюс. Я тоже фанат подготовки, быть готовым к сопернику. Кажется, в любом спорте так должно быть. Вот. И то, что игры подряд, наверное, не прикольно. Я бы делал 3 дня. Хотя бы. А не 2. У них 2. У них 2 матча, и потом 3. Там же и финал. Многие фанаты мне написали в личку, что очень чувствуют победу нашей команды на этом турнире. Как ты можешь прокомментировать? Есть у тебя такие Это есть, да, такое какие-то есть. ожидания? Как-то все заряженные хотят реваншисты, знаешь. И ко мне только что подходил один из главных создателей Бласта и сказал: ребята, вы готовы побеждать в этом году? Кто будет делать этот выход? Помнишь, Зевс выходил в прошлом году на Бласте? Конкретно если брать нюк, то это очень тонкая грань в плане хелпы и принятия решений. Эта карта двухэтажная, по сути. Там очень близкая хелпа. Там очень важно не растягиваться по всей карте, если не знаешь, где соперник. Иначе тебя могут просто где-то одного подловить. Или выйти на другую точку, там, где вас меньше. И поэтому у нас пока еще там неправильное принятие решений в середине раунда. Давай делай, дальше! Да, молодцы, давай, тащи! Ошибка это, в принципе, даже и была, что мы вот так плохо понимаем игру в середине игры, когда соперник отжал какие-то зоны. Мы не всегда понимаем, как нам работать с картой. Например, если брать тут же DAS 2, то карта очень простая. Если мидл ты контролируешь или занял мидл, ты знаешь, что 2Б, 3 на А. На нюке ты не можешь сказать, где 2Б, где 3А. Ты может быть один в метро, один на рампах, может быть один под девяткой, может быть один вентилем. Они могут быть где угодно, мы не можем это проверить никак. И из-за этого, из-за того, что игроки не могут найти контакт с дефенсом, и с атакой в том числе, то наше понимание пока еще не на самом лучшем уровне. У меня температура, у меня сопли, я заболел. У нас уже сейчас 11 час уже. Но, ребята, у нас впереди еще весь турнир. Я вам серьезно говорю, ребята сейчас выясняют, что же пошло не так. Ребят, второй день, финальный игровой день чемпионата Blast. На улице 9 градусов, но это не останавливает фанатов. Они собираются на Royal Арене. Сегодня будут жаркие битвы, и мы вместе с вами понаблюдаем за ними. And all these lanes gonna tell you what I did, and they twist and they worse till I fall out. But I know that, so I keep what I'm doing cause I own that. And I stay in the lab and I kill everything, but I don't ever move, I'm pro that. So I'm gone, finally back in my home. I'm working like so much, they swear I had me a clone. Can't answer my phone now, just leave it there, that tone. Мы играли с ними, с Cloud9, довольно-таки на равных под конец, но начали мы неплохо, в принципе, доминировать. Вот. Был упор как бы на карту Train, что мы сможем правильно работать с картой за дефенс, но, к сожалению, у нас чуть-чуть не по тому сценарию развивался ход матча. То есть мы не придерживались плана, к которому пришли перед игрой. И это была главная проблема, потому что мы должны были больше работать с картой, а мы закрывались и ждали от них каких-то действий. Но ключевой момент был это 5 в 3, когда мы отдали на том же трене, как и с Героиком, мы отдали уже не 5-2, а 5 в 3, но это тоже была, мне кажется, ключевая проблема. Здесь нужно, опять же,
игрокам очень много стараться осмысливать такие поступки. То есть нужно больше все-таки в это вкладывать ценность. Любимая песня Бумыч. Всегда... Кто такие человеки? Нам их история есть? Заслушай до припева. Бывают тучи, тучи, не прет, не прочий случай, кого нет. Открыть рассвет, ночью открывать глаза, веских причин давно нет. Причин давно нет. Все вместе. Россия стоит все года, Ты же знаешь, что если мы проиграем, то... это будет типа домой. Да. 90% прав. Практически все, что будет делать Астралис, вчера делали Фейс. Поэтому будут смотреть Астралис, будет чел один заходить в мейн, 2 дверь, 2 будка. Такой будет раунд, да? Будет раунд 4 слова метро, как вчера сделали Фейс. Если брать все команды на турнире, то, наверное, сложнее всего нам будет играть с командой Астралис, наверное, потому что они готовы как команда, они играют очень хороший тимплей. И поэтому к ним нужно готовиться и стараться принимать правильные решения в игре, особенно импульсивные и быстрые решения. Они должны быть очень быстро обдуманными, но в то же время эффективными. Я считаю, что секрет Астралис, во-первых, в огромной работе, которую они вместе проделывают. У них хорошая атмосфера, и, в принципе, как и вне игры, они много проводят времени с друг другом. И в игре они очень дисциплинированы, пытаются всегда сделать какую-то совместную идею. И благодаря этому за ними все следят, и они показывают действительно командный КС практически в каждом моменте. И это их сильная сторона, благодаря которой, возможно, они были лучшими целый год. People waiting on me in the lobby, time to board the bus and get it in. $100,000 conversation with investors telling me they want it in. Now some women from around the way always call me when they get a dance. Used to give them all the time of day, now they're scrolling through my Instagram, wishing that they did accommodate. I ain't even feel they need a grant. Never been the type to hold a grudge, I don't even love them, they ain't getting it. Я думаю, на этом турнире будет самая сложная игра СНИП. Многие спросят, почему я так думаю, но я сам не знаю. Просто в голове то, что они убрали старину Детрайта, и у них сейчас пришел такой более-менее молодой игрок Твист, и они так зарядились, там Форест начал вбивать свои тридцатки, как обычно, Плопский пришел молодой, у них такой сейчас тоже адреналин, чистый лист, как примерно и у нас тоже произошло. И мне кажется, они заряжены на этот турнир, тем более Швеция, Дания, тут все близко, тоже за них, я думаю, будут болеть. И, в принципе, с ними карта Нюк, они ее хорошо играют. На тот момент, когда мы играли, и когда мы черкали, Нипы уже проигрывали на Нюке многим командам. На Нюке, слабым командам, Спраут и так далее. И даже, по-моему, Геретикс, но я не уверен. Но, короче, они плохо играли Нюк, это факт. Видно, что в новый состав пока еще недалеко, не сильно и не хорошо чувствует эту карту. В принципе, мы это и показали. Да, это матч был неважный с Нипами, но мы сыграли просто в свою игру, они сыграли в свою игру. У них там не было особой, может, самоотдачи, мотивации выигрывать, но никому неприятно проигрывать в любом случае. Поэтому мы хотели сыграть больше нюков, чтобы как раз перед тренировкой, перед онлайн-тренировкой в ноябре, перед буткемпом, чтобы мы могли уже знать, какие у нас главные проблемы на нюке, чтобы понимать, над чем работать до буткемпа. И мы это увидели, это отличный опыт для нас. После Копенгагена мы делаем, не знаю, дня 3 выходных, потом онлайн-тренировка, и начинается буткемп перед самым главным турниром, перед которым мы поставили, наверное, самую важную для нас цель. Это вот ESL Pro League финалы. И еще у нас до конца года будет, я думаю, эпицентр в Москве. Поэтому будем все время тренироваться. Возможно, будет не 1, а 2 буткемпа. Отдых мы не планировали делать, потому что
Мы сказали себе, что до Нового года нам надо набрать хорошую очень форму и наиграть как минимум 5-6 карт. Конечно же, я верю в наш состав. Я думаю, это лучшая возможность выиграть мажор, если мы выйдем на пик своей формы.